Друзья, приветствую вас, утренний обзор. Давайте рассмотрим, какие события происходят, что сегодня ждать и какие движения предполагаются по доллару, нефти, золоту и другим ключевым активам сегодня на утро и день. Давайте начнем с календарика экономических событий. Вышли сегодня уже статистические данные по Китаю, на что хотелось обратить здесь внимание. Идет рост индекса и потребительских цен, и цен производителей. Это достаточно позитивный момент. Это говорит о том, что и потребительская часть, и производственная часть у Китая наращивает обороты. Но с Китаем есть определенная проблема. Сейчас мы с вами ее детально обсудим. Так, далее в 9 часов Германия, промышленное производство и торговый баланс. Вот видите, в отличие от большинства развитых стран, у Германии положительный торговый баланс. Это означает, что она тянет на себе мировую экономику, потому что по сути для развитой страны сейчас это достаточно редкостное явление. Развитые страны предпочитают экспортировать долг в том числе. Но Германия исключение, она не только товары и технологии экспортирует, но еще и оказывает существенную помощь сама другим странам европейским. Так, ну и далее из того, что для нас наиболее важно, Бразилия не особо интересует. Далее Соединенные Штаты. Начиная с 15:30 базовый индекс цен производителей. Далее отчет ВАЗД, количество активных буровых и далее по сотам СФТС. Давайте вернемся к Китаю, что там происходит. Ну вот то, что касается индекса цен производителей. Сейчас на текущий момент рост индекса цен производителей, он вернулся по сути к докризисному моменту. С одной стороны это позитивно, это говорит о том, что есть спрос на промышленную продукцию и здесь есть все возможности для того, чтобы Китай как локомотив тянул всю мировую экономику. Но в Китае есть такая проблема, как скрытый долг. И сейчас начался рост дефолтов среди застройщиков и среди местных властей, которые для того, чтобы развивать инфраструктуру и застраивать, тоже набирают долги. Но на текущий момент ситуация, которая возникла, она уже приобретает цепной характер и в любой момент может выйти из-под контроля. То есть вот уже количество дефолтов за 2021 год в денежном выражении оно стало очень значительным и болезненным. И вот так это выглядит в процентном отношении. Ну, то есть, с одной стороны, мы видим, вроде как в Китае идет достаточно бурный рост, спрос на промышленную продукцию, но с другой стороны, вот эти вот дефолты и так называемый теневой финансовый и кредитный сектор, он начинает постепенно, существенно давать о себе знать. И поэтому в ближайшее время Китай, в общем-то, может стать отправной точкой для того, чтобы но если даже рынки не обвалились, то по крайней мере ужас он может нагнать. Ну и вот распределение дефолтов. Соответственно, что здесь видно из этой карты? Из этой карты видно, что как раз те регионы, которые промышленно развитые, они в наибольшей степени находятся под давлением. Но переходя к графику китайского юаня, месячный таймфрейм, мы с вами здесь можем видеть, что в последние месяцы закончился цикл ослабления, цикл укрепления юаня. Сейчас начался цикл ослабления. Вот как раз именно из-за ослабления юаня и были во многом претензии от Соединенных Штатов к Китаю, потому что чем дешевле юань, тем более конкурентно способны китайские товары и услуги. И сейчас мы с вами видим, что вот эта точка, которая, ну, в общем-то, то, что было удобно американцам, оно сейчас кануло в небытие, юань начали ослаблять. Ну и вследствие этого процесса, наверное, возникнут обострения между Соединенными Штатами и Китаем. Ну и плюс ко всему здесь добавляются те проблемы, огромное количество дефолтов, особенно среди застройщиков и со всем тем, что связано с застройкой, с развитием инфраструктуры. В ближайшее время, возможно, по Китаю какие-то негативные события в связи с этим могут произойти. Вот. Ну, помимо всего прочего, в общем-то, здесь может
какое-то событие разовое произойти, которое очень сильно повлияет на рынки. Например, крупный китайский застройщик объявит о банкротстве или не успеют его спасти. В общем-то, такие ситуации тренировочные мы ранее пару раз наблюдали. Вот. Соответственно, если не будут вовремя предприняты меры, то банкротство какой-то крупной китайской строительной компании, оно может крайне негативно и на китайском рынке сказаться, и далее как карточный домик на американском и на мировых фондовых площадках. Так, друзья, ну давайте посмотрим, какая ситуация с позициями по деривативам на форсе. Вчера на закрытии сделана ставка на то, что фьючерс на индекс РТС сегодня будет расти. Далее по Сбербанку также юридические лица делают ставку на то, что Сбербанк сегодня отскочит и вырастет. Далее Газпром, тоже ситуация на отскок и на рост акций Газпрома. Так, далее фьючерс рубль-доллар. Но здесь ставка на то, что доллар к рублю будет расти. Евро-рубль, аналогичная картина на рост валюты против рубля. Евро-доллар, ставка на то, что евро к доллару продолжит расти. Нефть, здесь ставка на то, что нефть будет расти. Но видите, какой парадокс. Ставка на ослабление рубля к валютам и на рост российского рынка и нефти. Серебро, здесь хорошая ставка сегодня на рост серебра. Так, а вот по золоту здесь менее оптимистичная ситуация, ставка на то, что золото сегодня будет корректироваться. Так, друзья, дальше китайский фондовый индекс CSI 300 дневной таймфрейм. Ну, по сути, мы видим, что здесь, скорее всего, роста и закрепления выше уровня 5100 не получилось. И сейчас идет возврат вот в эту консолидацию, которая 5100, 4950. Вот. Сейчас возникла масса материала по Китаю о росте банкротств, с тем, что связано с застройкой и с выпуском различных муниципальных облигаций. Вот. Там очень широко развит так называемый теневой сектор кредитования, об этом я неоднократно говорил. Почему это возникло именно сейчас? Ну потому что начало апреля, закрытие первого квартала, появляется отчетность и финансовые результаты по деятельности. Соответственно, начинают все эти данные всплывать. Как раз первая неделя апреля, ну когда уже начали какую-то отчетность предоставлять. И, соответственно, вот всякие интересные такие штуки по Китаю начали выходить. Так, далее американский фондовый рынок SFD на фьючерс S&P. Но здесь пока идет попытка коррекционного отката. Вообще, по-хорошему, сегодня надо бы откатиться. Ну, потому что неделю, даже больше, чем неделя движения наверх. Здесь хоть какой-то выпуск пары необходим. И я так предполагаю, все-таки, наверное, мы куда-то на 4050 сегодня откатиться должны. Вот. Но здесь, конечно, смысла ставку вот прямо сейчас делать на откат нету, потому что здесь должна пойти разворотная формация хоть какая-то. Но если брать 4-часовик, то да, здесь уже все условия созданы для того, чтобы сегодня произошло движение, ну хотя бы на 4080, а в идеале вот куда-то сюда 4060 и даже 4050. Конечно, как бы с учетом такого мощнейшего напора, ну здесь даже не верится, что может быть какой-то откат. Но тем не менее, с моей точки зрения, с учетом того, что как ни крути идет постепенное снижение объема, здесь уже вырисовывается купол, который должен начать складываться постепенно. Так, друзья, далее индекс доллара, 4-часовой таймфрейм. Здесь у нас сегодня попытка коррекционного отскока. Я думаю, эта попытка коррекционного отскока, она, наверное, на 92,4 сейчас приведет в течение дня. Критерий того, что этот отскок не произойдет, это движение вниз и, соответственно, пробой значения 91,8. Если такое происходит, то да, вот это все движение, оно планомерно развивается вплоть до 91,5. Но если такого сегодня не происходит, мы получаем коррекционный откат, но для начала 92,4, а там посмотрим. То есть мы с вами видим, что сейчас на начало торговой сессии российской все складывается таким образом, что карты передали доллару. Доллар ходит
Далее VIX, дневной таймфрейм. Сейчас VIX не торгуется, это вчерашние данные. Что мы здесь видим? Мы видим, что он пришел в область 17. Это значит, волатильность очень сильно сократилась, и она сейчас полностью коррелирует с тем, что было до начала мартовских событий 2020 года. Но здесь достаточно уверенная фигурка на разворот. Вот, поэтому текущая формация указывает на то, что будет либо стремительное движение отсюда на 15 и возможно даже 13, либо отсюда он должен затянуться. Потому что вот это состояние, оно несколько противоестественно той диспозиции сил, которая сейчас в мире, с моей точки зрения. Так, друзья, далее нефть Brent, дневной таймфрейм. Ну, на сегодня нефть, поскольку конец недели, она пытается скорректироваться и сходить на 62,5 и возможно даже на 62. Но вот по часовому таймфрейму у нас здесь произошел разворот. И сейчас идет движение, цель которого 62,6, 62,5. Потом посмотрим, будет не будет пробитие 62,35. Если не будет, то здесь произойдет накопление. И, соответственно, будем консолидироваться в диапазоне 63,5, 62,55. Вот здесь вот. Пока идет движение на часовом таймфрейме, цель его, я думаю, вот куда-то сюда. Так, друзья, далее золото, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, вот 1752 этот уровень был вчера взят. Теперь оно должно на этом уровне закрепиться. Сейчас, тем не менее, идет попытка коррекционного отката на 1735. Но вот на текущий момент 4-часовой график, если будет пробитие 1747, то весьма вероятно вот это движение, оно приведет на 1735,5. Вот сюда, вот к этому значению. Если пробоя не будет, то его здесь откупят и пойдет возвратное движение, цель которого будет потестить 1758. И в случае пробоя ему надо закрепиться выше 1766. Не думаю, что на этой неделе мы получим такой результат. Вот, но на этой неделе важно закрыться выше 1752. Так, друзья, далее серебро, дневной таймфрейм. По серебру, как и по золоту, пошел тренд наверх. Цель этого движения, ну, для начала 26,4, 26,7, вот сюда, вот в этот диапазон. На сегодня идет попытка коррекционного отката на 25, 24,85. Вот сюда, вот этот диапазон. Российские юрики сделали ставку на отскок серебра. И смотрите, вот на часовом таймфрейме здесь следующая ситуация. В ближайшие часы, если 25,3 не будет пробито, то у нас отсюда возникает сегодня движение. Цель этого движения потестить 25,68. Вот здесь вот. Если здесь будет пробой, то мы сразу откатимся. Цель движения будет в районе 25,15, 25. Так, друзья, далее евро-доллар, 4-часовой таймфрейм. Ну, как видите, деревья до небес не растут. Сейчас пошел коррекционный откат. Ну, здесь ничего страшного нету. Вполне как бы на 1,1871 может это продлиться. Здесь главное, чтобы вот это движение, оно не привело к пробитию 1,1855. Потому что если такое будет, весьма вероятно, вот этот вот откат, он станет неуправляемым и приведет на 1,18. Пока вот это значение не пробито, все вот эти движения, они, я думаю, наиболее вероятно будут выкупаться. И потом будет попытка загнать евро на 1,1928 пробить. А сейчас на текущий момент идет движение, цель этого движения 1,1874. Есть все основания для того, чтобы это движение завершилось. А там посмотрим, как и что будет происходить. Критично не пробить 1,1855. Если его не пробиваем, то вот этот весь тренд вниз, он, я думаю, наиболее вероятно будет выкупаться и будет формироваться отскок. Друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневочка. Ну, смотрите, пошло движение с целью потестить опять вот этот сильнейший инверсионный уровень. Ну и для нас достаточно важный момент, как будет закрытие этой недели. Выше под ним или ниже под ним. Вот здесь обращаю внимание, это значение, оно даже гораздо более сильное, нежели там 80 или 85.
потому что это некая демаркационная линия, после которой процесс может приобретать неуправляемый характер, и, соответственно, пробитие и закрепление выше этого значения, оно пробуждает темные силы, можно так сказать. Так, ну вот четырехчасовик, да, здесь идет движение, сейчас, вероятно, движение продолжится и будет тестирование сильного уровня 77.35. Но сегодня наиболее вероятно движение в диапазоне 76, 65, 77, 35. Вот здесь вот сейчас наиболее вероятный сценарий — это движение на 77, 25, 77, 35. Вот сюда вот. Далее, если никаких потрясений не возникает, мы отсюда отбиваемся и откатываемся на 76-75. Если здесь не возникает отбоя и он начинает торговаться над этим значением, то следующая цель очень быстро будет 77-77. Вот сюда вот. Вот. Ну и, соответственно, закрытие этой недели выше этого значения, оно будет указывать на то, что на следующей неделе весьма вероятно обесценивание национальной валюты, оно продолжится. Но мы с вами помним о 21 апреля, и весьма вероятно геополитическая ситуация до этой даты, она будет накаляться. Вопрос, что будет потом, пока остается открытым. Но в целом у меня по всей этой ситуации, связанной с геополитикой, прогноз стал крайне неблагоприятный. Так, друзья, далее евро-рубль, дневной таймфрейм. Здесь формируется боковик. Исходя из часовика, ситуация также указывает на то, что боковик, верхняя граница 91,9, нижняя граница 91,4. Как только будет движение, которое приведет к подходу к этим значениям, посмотрим, что там и как будет происходить. Пока в евро-рубле ситуация до конца не ясна. С одной стороны он смотрит наверх, но с другой стороны сейчас идет снижение евро к доллару. Поэтому здесь зависит от динамики на мировых рынках и динамики в нефти. Пока как бы по евро-рублю, несмотря на ставку юриков, на то, что евро к рублю будет расти, я особого движения не вижу. Вот. Ну, сюда, наверное, мы сейчас в ближайшее время сходим на 91, 90, 91, 92. Но дальше посмотрим. Если здесь будет пробой, то может его снести на 92,6. Вот. Но пока как бы евро к рублю не смотрится столь рьяно и уверенно, как доллар к рублю. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Здесь идет движение, цель этого движения — тестирование 140 тысяч, 140 тысяч, 139 500. Если пробитие, так, немножко не так, 140 600, 140 400. Если пробитие этого диапазона будет, то у нас следующая точка остановки находится на 139 500. Если здесь пробитие не возникает, мы отсюда отбиваемся, и цель движения будет верхняя граница 142 тысячи. В случае пробоя верхней границы пойдет дальнейшее движение на 146 500. Я думаю, такой сценарий пока маловероятен, потому что достаточно негативные тенденции на рынке. Индекс доллара начал расти, и поэтому мне видится более логично движение, тестирование на пробой 140 600, 140 400 и уход на 139 500. Вот если пробой 139 500 будет, тут уже посмотрим. Если он не будет затяжным и не приведет к выходу больших объемов по факту этого пробоя, то отсюда сформируется сегодня уже отскок на 141 700. Если будет уверенный пробой, там уже следующая точка остановки будет в районе 135 тысяч. Пока, я думаю, наиболее вероятно движение сюда и потом, возможно, на 139 500. Так, друзья, далее Сбербанк, 4-часовой таймфрейм. Ну, здесь что примечательно. У нас получается такая вот расширенная консолидация 278,5, 296. Текущее движение, если с утра будет пробой 281,5, то мы уходим тестировать 278,5 вот сюда вот. Если вот этого пробоя не происходит с утра, то мы можем отскочить на 288,8. Вот. Но в рамках динамики рынка, то, что сейчас, в общем-то, негатив нагнетается, здесь более логично все-таки движение вниз и тестирование 278,5. Так, друзья, далее Газпром. Здесь у юриков ставка на рост.
Но, судя по часовому графику, мы находимся в боковике 224,5, 223. С учетом того, что Китай просел, общей положительной динамики пока нету. Наверное, по Газпрому будет движение на открытии на 223, возможно даже 221, 220. Вот сюда, вот к этим значениям. По Газпрому, я думаю, целесообразно посмотреть, как будет открытие. И, соответственно, потом, когда он уйдет вниз, либо на 223, либо на 221, по факту того, как ситуация стабилизируется, я думаю, можно рассматривать его на отскок. Опять же, если будет пробой 221-220, то он может цепануться более сильно. Вот. Но на текущий момент, скажем так, предпосылок для этого не создано. Здесь более вероятно, что будет отбой от этих значений. И даже отбой весьма вероятно будет от 223. Но здесь надо помнить о стопах, потому что ситуация, она как бы несет в себе очень большие геополитические риски, плюс еще по Китаю там пошло движение вниз. Вот. И поэтому, с одной стороны, есть вполне основания для отскока, но делать на эту ставку можно только в том случае, если будет разворотная формация в течение дня. Вот такое мое видение по основным инструментам. Спасибо за внимание.